Привет, друзья! Брюс Ли – величайший мастер восточных единоборств, который благодаря своему уникальному таланту, целеустремленности и трудолюбию стал настоящей мировой легендой и приобрел миллионы последователей во всех уголках планеты. Брюс родился в Соединенных Штатах, где в то время находился на гастролях его отец Ли Кой Чен. В поездке его сопровождала беременная жена Грейс Ли. 27 ноября 1940 года, в год и час дракона, появился на свет мальчик, которому суждено было стать мировой легендой. Когда Брюс подрос, родители определили его в иезуитскую школу, из которой его вскоре выгнали за плохую успеваемость и отвратительное поведение. Учился мальчик из рук вон плохо, особенно ненавидел математику и грамматику, а любимым его занятием было задирать одноклассников. Из-за этого он частенько приходил домой с синяками и шишками, чем невероятно расстраивал своих родителей. Отец всячески пытался воспитать сына и брал его с собой в театры на съемки. Благодаря этому Брюс рано попал в кино и уже в 6 лет сыграл маленького воришку в фильме «Рождение человечества». Отец мечтал, чтобы сын стал артистом, поэтому он отдал его на профессиональные танцы, которые неожиданно пришлись Брюсу по душе. В 13 лет юноша впервые переступил порог танцкласса, а уже через 4 года выиграл чемпионат Гонконга. Но несмотря на новое увлечение, неугомонный подросток не переставал ввязываться в уличные разборки и после одной из них, которая закончилась не в его пользу, решил профессионально заняться восточными единоборствами. Он остановился на стиле Вин Чун и пришел к лучшему мастеру этой боевой техники, бывшему полицейскому Ип Ману, который открыл в Гонконге собственную школу. Учитель сразу же оценил пластичность и координацию подростка, а также быстроту и ловкость его движений. Брюс демонстрировал небывалые успехи, но уличные драки все еще манили его. Однажды юноша схлестнулся с участниками преступной группировки и прилично отделал двоих. У людей из криминального мира не принято прощать обидчиков, так что Брюсу грозила смертельная опасность. Перепуганная мать тут же собрала сыну вещи и купила билет для отправки в Штаты, благо у Брюса было американское гражданство. Так в 1959 году он оказался в Америке, где остановился у знакомых и устроился работать в их ресторан. Через год поступил в техническую школу Эдисона и наверстывал пробелы в грамматике и точных науках, а затем стал студентом Вашингтонского университета. Несмотря на занятость, Брюс не забросил занятия спортом, а наоборот посвящал тренировкам все свободное время. Он овладел самыми разнообразными техниками кунг-фу и дзюдо, а в качестве манекенов для спарринга использовал деревья в парке, завернув их в одеяло. В 1961 году Брюс открыл собственную школу восточных единоборств, где стал преподавать свой собственный стиль джит-кундо, разработанный в процессе регулярных изнурительных занятий. В ней могли обучаться все желающие, что принципиально отличало это заведение от множества ему подобных. Брюс совершенствовал свою оригинальную технику до предела и разработал для учеников специальную систему питания. Он постоянно находился в безупречной форме и подвергал себя запредельным нагрузкам, которые не снились его соратникам и последователям. Но не благодаря спортивным достижениям он стал мировой легендой. Ему удалось изменить представление о боях в кинематографе и вывести их на другой качественный уровень. Если раньше экранные драки приходилось ускорять для придания им большей зрелищности, то бои Брюса наоборот замедляли, чтобы зрители могли сполна насладиться его великолепной техникой. За свою короткую жизнь актер успел сняться в 36 картинах, многие из которых стали классикой боевого кинематографа. В 1971 году Брюс сыграл главную роль в «Большом боссе», в котором самостоятельно ставил все боевые сцены. Успех фильма превзошел все ожидания, и Брюс получил уникальную возможность не только продемонстрировать актерские и спортивные навыки, но и непосредственно участвовать в создании кинокартин. В 1972 вышли «Кулак ярости» и «Путь дракона», которые стали настоящими бестселлерами и сделали Брюса звездой. С оглушительным успехом прошла премьера «Выход дракона», состоявшаяся спустя неделю после неожиданной кончины актера. Эта картина стала достойным реквиемом великому актеру и спортсмену, а финальный поединок с Чаком Норрисом считается лучшим в истории мирового кинематографа. Последним его фильмом стал боевик «Игра смерти», который пришлось доснимать уже без него, прибегнув к помощи дублера. Неожиданная смерть Брюса, пребывавшего в расцвете силы и идеальной физической форме, потрясла миллионы его поклонников и последователей. По официальной информации, актер погиб 20 июля 1973 года
от отека мозга, вызванного аллергической реакцией на препарат от головной боли. Брюс был похоронен в Сиэтле, и по сей день поклониться его могиле съезжаются мастера боевых искусств со всего мира. Ставим лайк и подписываемся на канал, чтобы не пропустить следующие видео.